Пациентка 62 лет обратилась к неврологу. Результаты осмотра. Жалобы на головокружение, тошноту, боли в области спины, шеи, надплечий, усиливающие при поворотах головы. Анамнезис морби. Считает себя больной несколько лет, наблюдается неврологом, ежегодно проходит курсы лечения сосудистыми препаратами, витаминами группы В, на фоне чего состояние улучшается. Но около 2 дней назад боли появились вновь после физической нагрузки. Анамнезис витая, доп. Нет. Эпидемиологический анамнез. За прошедшие 14 дней за пределы Ленинградской области не выезжала. Катаральных явлений, температуры не было. Туберкулез, гепатит, венерические заболевания отрицает. За прошедшие 12 месяцев контактов с инфекционными больными не было. Аллергологический анамнез спокойный. Страховой анамнез. Работает. Работа не связана с физической нагрузкой. Объективно. Состояние относительно удовлетворительное. Температура тела 36,6. АД 110/70. Пульс 72 удара в минуту. Тоны сердца ясные, чистые. В легких дыхание везикулярное. Хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный. Перкуторно. Границы внутренних органов в пределах нормы. Неврологический статус. Сознание ясное, контактно, адекватно. Зрачки D равно S. Фотореакции живые. Движение глазных яблок в полном объеме. Лицо симметрично, язык по средней линии. Точки выхода тройничного нерва безболезненны. Глубокие рефлексы D равно S. Низкие карпорадиальные, другие средней живости. Силовых порезов и менингиальных синдромов нет. Координаторные пробы выполнять удовлетворительно. В позе Ромберга неустойчиво. Позвоночник. Выявляется нарушение осанки, умеренно выраженный кифосколиоз. Ограничение подвижности позвоночника преимущественно в шейном отделе. Болезненность при пальпации паравертебральных мышц в шейном грудном отделе позвоночника с двух сторон. Ангионический синдром верхних конечностей. Диагноз. Цереброваскулярная болезнь. Дискультураторная энцефалопатия с явлениями вертобазилярной недостаточности на фоне артериальной гипертензии. На фоне хронический гастрит, дискинезии желчевыводящих путей. Область исследования. Грудной отдел позвоночника. Исследование выполнено в режимах Т1В, Т2В, СТИР. Исследование выполнено в АИК, САК, КОР проекциях, контрастное усиление не проводилось. Грудной кифоз сглажен. Дугообразных искривлений вертикальной оси не выявлено. Тела позвонков в зоне сканирования дегенеративно изменены с формированием костных разрастаний. По передним и задним краям тел позвонков визуализируются заостренные контуры. Межпозвонковые суставы гипертрофированы, суставные щели их неравномерно сужены. Структура тел позвонков TH1, L2 неоднородна за счет субхондральных изменений по типу жировой дегенерации. Отмечается сужение высоты и признаки дегидратации межпозвоночных дисков, преимущественно на уровне TH5, L5. Межпозвонковые диски грудного отдела позвоночника не выстоят за пределы тел позвонков. МР признаков компрессии спинных корешков не выявлено. Передний и задний размер спинномозгового канала на этом уровне не компримирован. Задняя продольная и желтая связка неравномерно уплотнены. В легких по всем сегментам в зоне сканирования выявлены множественные участки инфильтрации легочной ткани размером до 61 на 31 мм. Определение пневмонии на МРТ основано на том, что на последовательность Т2 хорошо видны скопления жидкости в альвеолах, которые являются морфологическим субстратом пневмонии. Безусловно, небольшие очаги инфильтрации на МРТ визуализировать тяжело. Также нужно понимать, что для проведения МРТ легких нужны задержки дыхания до 20-23 секунд, что сложно для пациентки с тяжелой пневмонией. Заключение. МР-картина двухсторонней полисегментарной, вероятно вирусной пневмонии, средней тяжелой степени тяжести, дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника. Рекомендована консультация терапевта для решения вопроса о госпитализации.